2, 1. Наш мир полон чудес. И мы приготовили для вас еще одно чудо. Продолжение сезона «Орел и Решка. Чудеса света». В новом сезоне мы объедем все континенты, чтобы увидеть 20 самых удивительных мест нашей планеты. Нас ждут бескрайние пустыни и необитаемые острова. Самые веселые праздники и самые страшные обычаи народов мира. Не надо, у него кровь! Таких чудес света вы еще не видели. Ой. Ну я же говорил, будет круто. Наслаждайтесь. Хочу все. Смотри, у тебя тоже кабриолет. Видел? Как тут круто. С премиальной картой MasterCard могу позволить себе все, что угодно. В церковь пойдем? Тут много православных. Ну а мы кто? Я кадила куплю. Отлично. Всем привет! Это «Орел и Решка. Чудеса света», а не «Чужой против хищника», как вы могли подумать по прическе Алины. Между прочим, это очень модная прическа в стране, куда мы прилетели. Эфиопия! Да, и мы приехали посетить самое жаркое место на планете. Орел, Решка. Что? Я по-бедному тут. Давай, ступай в тенек. Все. Ступай в тенек, а я пойду поищу свою машину. В школе нас учили, что на нашей планете есть два полюса – северный и южный. Но на востоке Африки, в Эфиопии, существует еще и полюс жары. Так называют самое жаркое место на планете. Пекло, где не выживает ничто живое. Соляные пустыни, расплавленная сера и воинственные племена. Это чудо света приготовило нам горячий прием. Я отправляюсь в дикое и безжалостное место, где нет шикарных отелей, и никто не принесет тебе бокальчик шампанского. Там есть разбойники, и действительно опасно. Но если у тебя есть безлимитная карта, твое путешествие может стать безопасным и самым незабываемым. Для начала мне понадобится самая неубиваемая тачка в городе. И, конечно же, персональный гид. Ну что, пора на поле жары? Hello. Здравствуйте. Привет, я Майкл, твой гид. Алина. Алина, приятно познакомиться. Прошу в машину. С премиальной картой MasterCard мне спокойно в любой стране, потому что здесь мои деньги всегда в безопасности. За бедными туристами машина с гидом не приезжает. Поэтому нужно своим ходом добраться до ближайшего города Мекеле, а там уже искать, как попасть на полюс жары. Но для этого нужна местная наличка. поменяйте доллары, фунты и евро на местную валюту. Вот, а вы говорите, Эфиопия – страна третьего мира. Единственное, это такая лотерея, потому что тут не показано, какой курс. Ну, выхода особо нет.
Это очень нормальный курс. Yes. Please wait. Все, пошло. Судя по количеству подсчетов, он мне сейчас выдаст бюджет Эфиопии. Что? Your transaction is complete, but you are unable to dispense this complete amount. Your account has been updated. Какую карту, чувак? В смысле? Все. Excuse me. I need somebody who can speak English. Nobody speaks here. Nice. I put money inside, $100, but it does not give me local currency. Okay, this one my phone. I understand, but yeah, it's okay. I put money inside, but there is no money for me. $5? I put it. I just put it. Does somebody speak English? Please help. И у нас все, у нас собрание. I put $100, and it doesn't give local currency. So you must be informed. Use this number. Hello, excuse me. In your international airport, I put $100. Полчаса мы всем аэропортам пытались объясниться с представителями местного банка. Airport number. Ну вот, сказали, что через час, может быть, решат мою проблему. Это не факт. Так что теперь это не «Орел и решка» и «Чудеса света», а «Орел и решка» аэропорты. Путешествие на полюс жары будет проходить по диким местам, где не достать ни воды, ни еды, ни бензина. Поэтому, чтобы чувствовать себя комфортно, богачи организовывают себе дорогущую экспедицию за $3000. За эти деньги получаешь мини-караван из 2 машин. В первой водитель и гид-переводчик, а во второй продукты на 2 дня. За эти 2 дня обещают показать бескрайнюю соляную пустыню и ее жителей. Озеро Карум, соляную прорубь. А в финале экспедиции сам полюс жары. Hi, you're from bank? Yeah. Fantastic. I put here $5,000. I'm joking. 100. Ooh. Yeah, that's mine. Looks like mine. I can smell it. Mine. That's mine. Thank you so much, man. And how can I exchange now? Huh? Yeah, you can change? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 300 Thank you so much. Thank you so much. Мой вам совет на собственном опыте. В Эфиопии лучше доверять не машинам, а людям. И деньги менять не в банкоматах, а у уборщиков. Такси из аэропорта в центр стоит 160 быр. Это целых $5. Но если пройти по прямой из аэропорта, то тут можно за 5 быр, это 15 центов, взять маршрутку. Идем. Микеле! Yeah, can I go? О, уже подвинулась. Yeah, can I sit with you? А как определили, что именно в Эфиопии находится полюс жары? Я слышала, что самое жаркое место на Земле – это долина смерти в Калифорнии. В долине смерти замерили максимальную температуру на Земле – 56,7 градусов Цельсия. Но если взять среднюю температуру за год, то у нас жарче всего в мире. Среднегодовая температура на полюсе жары – 34,4 градуса. Сейчас у нас за окном 40 градусов тепла.
Я еду в комфорте, с кондиционером, а летом, внимание, температура достигает 63 градусов. И это только воздуха, потому что Земля нагревается до 70. Ух, не хотела бы я попасть в такую адовую жаровню. Как оказалось, на полюс жары так просто не попасть. Нужно сначала приехать в поселок Хамидела, где живут люди Афары, такой народ, у которых надо взять специальное разрешение. Афары – это народ, который живет рядом с полюсом жары уже 2000 лет и считает эти земли своими. По дороге к чуду света Афары в наглую поставили пропускной пункт и берут дань со всех туристов. $250 с машины. А еще они принуждают брать с собой охрану, мол, туристов без нее могут убить. What happened? А что может случиться? На вас, например, могут напасть бандиты и ограбить. Наше путешествие проходит рядом с Эритреей, а у этой страны с Эфиопией на данный момент холодная война. И у нас есть данные о том, что совсем недавно подобные экскурсии убили туристов. И каждая фирма туристическая перестраховывается, и все, кто туда едет, в обязательном порядке берут с собой security. Ну что ж, придется взять охрану. Ожидание и реальность, ребят. Хотела понтануться, а не вышло. Неизвестно, кто кого будет охранять в этой пустыне. А вот и Микеле. Городок, откуда все путешественники отправляются на полюс жары. Санта, let's go. Микеле – эфиопский райцентр, где единственная достопримечательность – здоровенный алюминиевый крест на верхушке горы. Зато местной эфиопской экзотики хоть отбавляй. Какие они крутые. В Микеле улицы очень пыльные. Поэтому самая популярная профессия здесь – чистильщик обуви. А ведь здесь их называют shoe-shiner. Тот, кто наводит блеск. Но не только они работают прямо на улице. По всему городу сидят вот такие ребята, которые буквально зашиваются на работе. Как ни странно, но швея в Эфиопии – это мужская профессия. How much money you earn for this, for example, in a month, if it's not a secret? Чуть больше 60 баксов. Excuse me, what you do? It's gold or silver? Gold? Yeah. Really? Really gold. Wow. Вы понимаете, что сейчас происходит? Вот здесь ювелирка, и рядом ювелиры. Смотрите, как все это происходит. С помощью этого механизма разогреваем угли, раздуваем и плавим металлы. Вот керамическая чашка, которую ставят сюда, там плавится металл, и потом его переливают, чтобы получился слиток. Вот в такую формочку. Вау. Чтобы избавить золото от черноты, его окунают в кислоту.
После этого оно приобретает уже привычный нам золотистый цвет. Ой, он очень тяжелый. 65 грамм. Вот такая красота получается вот прям на улице. Чем ближе подбираешься к полюсу жары, тем мертвее становится пейзаж. Вокруг нет ничего живого. Ни птиц, ни деревьев. Только выжженная солнцем черная вулканическая земля. Напоминает ландшафты какой-то погибшей планеты. Вдруг черная угрюмая земля заканчивается. И все вокруг становится белым-бело. Как будто мы едем не на полюс жары, а на Северный полюс. Но это не снег и не лед. Это километры белой соли. Откуда в этом месте появилась гигантская долина соли? Дело в том, что раньше здесь был залив Красного моря. Потом море отступило, а оставшаяся вода начала испаряться из-за жары. Там, где она совсем высохла, появилась соляная долина. Но кое-где остались озера с ужасно соленой водой. Это озеро Карум. Это не просто соленая вода. Язык прям сжимается. Ты кладешь палец, и он такой, как, знаете, скукоживается от соли. Необычное ощущение. Правда, очень соленое место. Просто ходишь по воде. Как же это красиво. Очень необычное место. Ладно, в Микеле все интересное я уже посмотрел. Пора выдвигаться к полюсу жары. Полюс жары — это чудо света, где люди не живут. Поэтому добраться туда общественным транспортом, в принципе, невозможно. Поэтому остается одно — туристическое агентство. Hello, Anton. My name is Kawani. Kawani, nice to meet you. How much is it possible to come for the hottest place in the world? So the price will be $300. $300? Yeah. It is a full package. But you know what the problem is? I have $100 minus 5 birr. Oh, really? I'm sorry. On this? Yeah. Yeah. Then you can see that one, and at the same day, stay one hotel. Ситуация, конечно, так себе. Вот и посмотрел чудо света. Ехать на полюс жары своим ходом тоже не вариант, выйдет дороже, чем тур. Ну посчитайте, аренда машины минимум $100. Гид обойдется в $150, а без него на полюс жары ехать нельзя. Смертельно опасно. Разрешение на въезд $250. И, наконец, за зоофарца с автоматом нужно выплатить минимум $200. В общем, здесь все устроено так, чтобы максимально содрать денег с туриста в пользу местных племен. Ну, надо принять, что чудо света я не увижу. Ну ничего, я сломаю систему, найду тут свои чудеса. Ну вон, монастырь Дебредамо, удивительное место. Дебредамо –
самый древний и самый почитаемый монастырь в Эфиопии. Он расположен на неприступной скале. Поэтому добраться до него еще то приключение. Чем не чудо? Туда и поеду. Чтобы добраться до монастыря Добредаму, нужно сначала доехать на автобусе до города Адиград. Вот автовокзал и вот автобусы. Какой-то из них мой. Ну тут, конечно, какой-то хаос. Смешались кучу кони, люди, курицы. Sorry, where is the Adigrad? To Adigrad. There? I need to go to Adigrad. There? Adigrad. Okay, thank you. Adigrad? No? А, there? Yeah. 3 человека показали дорогу, и все 3 в разные стороны. Sorry, Adigrad? Adigrad. Adigrad. Yeah. Adigrad. И место приготовили VIP. Thank you. Закрытой дверью прикольнее ехать. Закроем. Соляная долина похожа на огромную раскаленную сковородку. От невыносимой жары даже соль трескается и образует странные соты. Тем удивительнее встретить в этой пустыне людей. Позади меня самый старинный способ добычи соли. Нам очень повезло это увидеть. Ой, такая глыба. А дядечки такие худенькие, щупленькие. Соль добывают жители пустыни Афары, те же, что и тормозили нас на въезде. Технология примитивная. Сначала мотыгами вырубают большие куски в соляной корке. Потом отковыривают соляные глыбы длинными палками, как рычагами. А потом разбивают их на куски поменьше. Чтобы соль было удобнее перевозить, ее обтесывают до ровных блоков. Can I try? Yeah? Ох, такой тяжеленький. Намечается полосочка, где рубить. И погнали. Ой. Ой, блин. По-моему, не очень гуд. Ой. Хоп. О, как он четко попадает. О, все. Условия, в которых Афара добывают соль, крайне экстремальные. Работают с раннего утра до захода солнца на адской жаре. И все, чтобы продать вот такой кусок соли за 13 быр. 10 гривен. После того, как соляные блоки собраны, их грузят на верблюдов и везут в город на продажу. How many days, А сколько дней идти к городу? city? 5 дней. 5 days 5 дней? on the sun. По такому солнцу? How many? А сколько денег они заработают по прибытию? Примерно $100 с каравана. Зависит от курса соли. Эти парни под палящим солнцем каждый день совершают адский маршрут вместе с верблюдами. Я сейчас иду. В горле все пересохло, хотя я вышла из машины, минут 15-20 назад. И достаточно сильно чувствую, как печет солнышко. You are a hero, Superman. And you guys. Для афаров добыча соли – это единственный способ заработать деньги. Поэтому они договорились с правительством. Им позволяют добывать соль, как они хотят, и не пускают большие корпорации с грузовиками. Взамен афары сидят тихо и никого не убивают.
Из города Микеле я добрался до Адиграда. Там пересел на маршрутку и приехал в деревню Бизец. Отсюда до монастыря можно дойти пешком. Sorry, guys. Debredamo. Debredamo, this side. And how many kilometers? 11? 11? Окей. Парни говорят, 11 километров до монастыря. Ну все, 11 километров пешком. Вот это пиздец. Раунд. Вдруг откуда-то появился полицейский. Not to go Devredamo. Добрый дама. Good? No, budget. Баги? Вот. Моя полиция меня бережет. Devredamo قلت لي تكون تراتي ولا فرنجي حدا 10 minutes Yeah, from this to Devredamo yeah. 300. Окей. Thank you so much. Thank you. Thank you, mister. My brother. Слушайте, то есть первый раз меня в машину полицейский не заталкивает, а провожает, и руки свободны. Еще и машет. Thank you so much. Thank you, policeman. Thank you. Фу, погнали. Вот на таких тук-туках большинство эфиопов и передвигаются. Все синее, железное, такое грохочащее жестяное ведро. Вот так до монастыря ветерком и поедем. Thank you. Ну вот я и у монастыря. Ну, почти. В общем, идти пешком все равно придется. Вы серьезно? На пути к полюсу жары туриста привозят к еще одному уникальному и удивительному месту – соляной проруби. Это маленькое зеленое озерцо в соляной корке похоже на изумруд в серебряной оправе. И это не просто лужица, это целый профилакторий. Солевые ванны. Ой, капец, она держит на воде. Класс! О, это идеальное место для тех, кто не умеет плавать. Слушайте, я вот хочу стать, ну как, карандаш в стакан, вертикально. А у меня не получается, потому что меня вода поднимает. Как кукла-неваляшка. В этом озерце растворено столько соли, что вода тут очень плотная и не дает утонуть. Вот такой интересный аттракцион, который создала природа. Два автобуса, 11 километров по жаре на этом трахтящем тук-туке и куча ступенек – это еще далеко не самое сложное. Вход в монастырь находится на крутой скале в 15 метрах над землей. Забраться на него можно только по самодельному канату из козьей кожи. Или так, или никак. Добрый день. Вот мне так же, только наверх. Погнали.
Ну, у меня в школе не было занятий на канате по физкультуре. Я пролез где-то 2 с лишним метра, то есть только свой рост. И это адски тяжело. Уже устали руки. Внизу еще кто-то спускается. Ёпрст. Мы же сейчас погибнем вдвоем, чувак. О, как больно руки. You know how to А ты знаешь, как подняться наверх полегче? Да, я могу помочь тебе. This? Вот так? Нет, на тебя наденут ремень безопасности и поднимут наверх. А эта опция платная? Ну, конечно. Of course. Oh, yeah, now. А сколько стоит? А сколько дашь? В общем, в Эфиопии все так. Хочешь выжить – плати. Professional. Это надежный ремень? Да, им поднимают даже большой скот. Ой, вы как-то сразу стали ближе. Где-то больно. Мне еще натирает. Где-то под... Вот как раз там, где не должно натирать. Ау. Это больно. Ау. Just a second. Давай. Даже с его помощью и страховкой это очень тяжело. Come on. Yeah. Thank you. Thank you. Боже, thank you so much. Как это тяжело. Во-первых, больно, канат натирает. Несмотря на то, что тебя 2 взрослых мужчины поднимают, все равно ощущение, что ты вот сейчас еще немного, и ты просто сорвешься, упадешь с этих 15 метров. Спасибо за поддержку, ребят. Пацан, который помог мне подняться, сказал, что за $5 проведет мне экскурсию по монастырю и все здесь расскажет. Who decided to build... А кто додумался построить монастырь на горе? Это был святой Оригави. Есть легенда, что для этого Бог послал ему змея, по которому он смог взобраться на эту гору. Православный монастырь Дебредамо стоит на отвесной скале уже 1500 лет. На наши монастыри он совсем не похож. Тут нет помпезных церквей с золотыми куполами. Он больше напоминает обычную деревню. Здесь на вершине горы живут молитвами 150 монахов. Кстати, женщинам на территорию монастыря вход строго запрещен. Так что, девчонки, придвиньтесь к экрану. Я покажу вам то, что вы никогда не увидите. Конечно, монастырь сам себя обеспечить не может, поэтому 80% они закупают на рынке внизу, а 20% еды производят сами, занимаются скотоводством и фермерством. А вот это местное водохранилище. Вот в таких ямах, вырубленных в камне, скапливается дождевая вода, и таких здесь в поселке 150 штук. Тут нужно разуться. Окей. I'm ready. Я готов. Let's go. Идем. Мы пришли в главный храм монастыря. Этот храм построен из черного и оливкового деревьев и камней. Yeah. So wood, stone, wood. Дерево, камень, дерево, камень. Такой Наполеон, слоеный пирог. Это самый старый храм в Эфиопии. Вот этому монастырю 1475 лет. У нас еще не было христианства, они уже на горе строили монастыри. Thank you. Храм внутри очень маленький и очень скромный. Слушайте, у них иконы похожи на открытки. В нем есть еще одно помещение, в которое без гида не попасть. Ого. So what is the room? What is... А что это за комната? Это для молитвы? Там хранятся наши святыни, и зайти туда могут только монахи. What is it? А что это такое? Это ритуальные барабаны, на них играют монахи.
It's very... Килограммов 40. Вот эти барабаны несут в себе религиозную символику «Малый круг». Это Старый Завет, который побольше новый. Вот это как бы одеяние Христа, а вот эти ремешки – это рубцы, следы от ударов на теле Христа. А еще монахи танцуют с посохом паломника. Когда Христос шел на Голгофу, его били палками. Вот такими движениями. Поэтому этот посох символизирует смерть. Symbol of death. Sorry? Чек. Это чек? Вот что я люблю в христианстве и во многих других религиях, как они сочетают умело духовные поиски смысла Вселенной и любовь к финансовому благополучию. Глядя вот на все это, я понимаю людей, которые здесь живут и служат. Потому что, когда смотришь на эту природу, как-то просветляешься за счет всей этой красоты. I make a long way, really long way. If it's possible and the sun goes down, can I stay here somewhere in this village? For everything, we have, for example, for me, this is. Oh, thank you so much. За день в пустыне я так вымоталась, что даже не помню, как добралась до кровати. Мой духовный наставник сказал, что здесь я буду ночевать. Так, счетчик есть, провода тянутся, значит, должен быть свет. Есть. Да. Ого-го-го-го. Очень бедно. Вот так выглядит жилище эфиопского монаха, в котором они проводят всю жизнь. Думает, выпечка. Понял? А у нас тут от Рождества Христова. Подсвечник. Оп. Ну, вот это как бы матрасик из кожи. Под ним еще один. О, да у меня 4 матраса. Прежде чем дойдем до основания, а это камень. Вот в этой келье я и буду думать о своем духовном равновесии. Потому что никакие предметы роскоши не отвлекают мысли. Жестковато, если честно. На второй день я со своей командой выдвинулась к главной цели своей экспедиции – полюсу жары. Пусть я и не попаду на полюс жары, но тоже сегодня скучать не собираюсь. В Эфиопии для бюджетного туриста есть еще один вариант отдыха – трекинг. Знаете, чем хороша эта часть Эфиопии? Все развлечения близко. Спустился с одной горы, прошел 2 километра, чтобы взобраться на другую.
Та-дам! Я у мамы альпинист, альпинист на топтыш. Это горы Геральта. Уникальная горная цепь с отвесными склонами высотой больше 2000 метров. Эти горы буквально усеяны пещерными церквями. А еще их называют лучшей смотровой площадкой Эфиопии. Hello? To pay? For what? For a church? But I don't come to church. And how much? Yeah. 300. Такой вот эфиопский стартап. Ты должен заплатить за вход в церкви, даже если ты в них не идешь. Тут очень необычная порода. Мне кажется, вот именно тут родилось современное искусство. Кто-то видит в этом, вон, розочки. Кто-то, знаете, шоколадную пасту, которую намазывают на тосты. А кто-то... Ну, в общем, не зря тут мухи летают. Я сделал это. Не сделал. Ты еще не дошел. Да, вот, знаете, вот это удивительное чувство, когда ты выходишь из темного коридора каменного и видишь вот это, но потом наступает вторая часть. И люди, которые прошли путь, говорят тебе: не, там еще вот это. Наконец-то! Мы уже вплотную приблизились к полюсу жары. Полюс жары. Самое жаркое место на Земле. Он не обозначен ни на одной карте, но считается, что он находится на месте главного чуда Эфиопии – вулкана Даллол. Это место не похоже ни на одно на Земле. Здесь соль будто застывшее стекло, с краями острыми, как бритва. Выглядит красиво. Скалы, как гигантские панцири черепах. А, это прям как шипы. Цвета инопланетные. Как необычно. Желтый, зеленый, оранжевый, красный. Вот тут посмотрите, вообще прям кислотно-зеленый цвет. Не трогай, это же серная кислота. Not touch? Ой. It's dangerous? Это опасно? Она разъест тебе пальцы. Окей. Упс, кто-то мог остаться без руки. Мне кажется, вот сейчас как раз тот момент, когда надо разобраться в технике безопасности. Вики, what I not touch. Объясни мне, что нельзя трогать и куда нельзя ходить. Главное правило – ступать нужно только по темно-коричневым участкам застывшей серы. Желтая поверхность очень коварна. Наступишь на нее и провалишься в кислоту. На самом деле, под ногами реальная кислота. Дует ветер с какими-то ядовитыми газами, и это прям очень ощущается. Ребята закрывают лицо. Мне, увы, прикрыться нечем. И туристам здесь не советуют находиться больше часа времени, потому что может стать очень плохо. Вулкан Даллол – это не только полюс жары. Это самое враждебное место на планете. Здесь не выживают даже стойкие бактерии-экстремалы. Жар сверху и жар снизу. Ядовитые газы и потоки расплавленной серы. Под такое описание попадает только одно место – ад. Даллол
это такой разрыв шаблонов про вулканы для меня, потому что здесь нет какого-то одного кратера, к которому нужно подниматься, откуда бьет лава. Но зато здесь есть расплавленная сера, которая вот так поднимается на поверхность через вот эти бурлящие кратеры и создает такие красивые, будто какие-то картины современного искусства. Отчетливо слышно, как он там бурлит, как будто бы чайник закипает. Но этот вулкан опасен. Под толстой соляной коркой расплавленная магма, которая в любой момент может рвануть. И вместо серы здесь может оказаться слой расплавленной лавы. Прямо сейчас мы с вами находимся на полюсе жары. Это самое жаркое место на планете. Наше чудо света. Чудеса! А вот здесь уже тяжелый трекинг превращается в опасный хайкинг. Ну вот я на вершине самой высокой горы здесь. Не надо туда вести, не надо. Самой высокой горы здесь. Дух захватывает. Я вот сейчас здесь в очередной раз понимаю, почему люди ходят в горы. Не для того, чтобы поставить очередную зеленую галочку о восхождении, а для того, чтобы победить себя, свою лень, свое нежелание иногда куда-то двигаться и путешествовать, преодолеть страхи. И наградой за все это будет вот такой умопомрачительный вид. Ребята, ваш любимый момент. Наша бутылка из 100 баксов. Я решила ни над кем не издеваться и не прятать бутылку на полюсе жары. Она вас будет ждать в тенечке, под валуном. А после посмотрите с наслаждением на горы. Бутылку ищите в горах Геральта. Справа от въезда в отель Кор-Кор Лодж за кактусовой аллеей под Большим валуном. Побывать в аду на земле и вернуться из него живым – большая удача и приключение на всю жизнь. Кто-то мог остаться без руки. На это не жалко никаких денег. Жаль только, что само пекло не увидеть, если у тебя всего $100. Но ехать сюда однозначно стоит. Чтобы увидеть первозданную природу, Дух захватывает. и уникальный доброжелательный народ, еще не испорченный туристами. Моя полиция меня бережет. Хотела понтануться, а не вышло. Больно. Она держит на воде. Килограммов 40. Закрытой дверью прикольнее ехать. Закроем. Не надо туда вести, не надо.
Африка, Африка. Холодно, холодно. Африка, Африка. Хороший трек. Монатику продам. Привет. Привет, привет, привет. А ты-то почему в шапке? Да холодно по вечерам, несмотря на то, что поле жары. Кстати, я там была. Там реально жарко. Прям... И там-то волосы и сгорели. Нет, Антон, не сгорели. Пора раскрыть эту тайну Островской. Брови выщипала. Очень смешно. Разофиопилась. Ну и понятно, потому что мы же едем в Танзанию, к чуду света, Килиманджаро. Пока, увидимся на высоте. Алин, Мне кажется, у меня волос больше не осталось. тебе не кажется? Что?